Приветствуем вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать нас любым удобным способом. Время – это одно из самых загадочных явлений, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Несмотря на то, что оно является атрибутом любого действия, в нашей жизни вопрос, как работает время, может поставить в тупик любого ученого, ведь мы еще не приблизились к разгадке всех его аспектов. Как написал в своей книге «Автостопом» по галактике Дуглас Адамс, время – это иллюзия. Обеденное время тем более. А что для вас такое время? Что вы знаете о нем? Как однажды сказал писатель Натаниэль Хоторн, время пролетает над нами, но оставляет свою тень позади. Время – это количество компонентов, используемые для измерения продолжительности событий, интервалов между ними и их последовательности. Время давно стало предметом изучения в науке, религии и философии, и оно включено в каждый аспект повседневной жизни человека. Мы подготовили для вас самые интересные факты о времени, которые вы, возможно, и не знаете, но которые должен знать каждый. 1. Время расширяется. Гравитация влияет на течение времени. Проверка теории относительности Эйнштейна показала, что чем ближе наблюдатель находится к источнику гравитации, например, Земле, тем медленнее течет время. Синхронизированные атомные часы на разных высотах, например, на уровне моря, на вершине горы, в самолете, будут показывать разное время, хотя эта разница может быть всего в наносекундах. 2. Время не всегда существовало. Также, согласно теории относительности Эйнштейна, время началось вместе с Большим взрывом около 13,7 миллиардов лет назад. Так как время и пространство связаны, время невозможно без движения, а именно, движения объектов сквозь пространство. Большой взрыв привел материю в движение из крошечной точки. Подумайте об этом в таком ключе, так же, как понятие широты начинается на Северном полюсе, вы не можете пройти севернее, чем Северный полюс. Также вы не можете измерить время до Большого взрыва. Как мы знаем, Вселенной около 13,7 миллиарда лет. Если бы мы жали этот период времени в интервал, равный 1 году, то есть если бы Большой взрыв произошел в 0 часов 0 минут 1 секунду, 1 января, то уже 29 декабря, в 0 часов 0 минут 1 секунду этого же года, динозавры бы вымерли, а современные люди появились бы в этот же день, в 23:54 вечера. Христофор Колумб проплывал через Атлантику и открыл Америку за секунду до полуночи того же дня. 3. Мы живем в прошлом. Согласно нейробиологу Дэвиду Иглману, каждый из нас живет на 80 миллисекунд в прошлом. Мозг человека воспринимает настоящее событие через доли секунды после того, как оно произошло. Именно в мозге мир синхронизируется таким образом, чтобы он имел смысл. Свет от аплодисментов достигнет ваших глаз раньше, чем звук, но наш мозг воспринимает их одновременно. Кроме того, исследования мозга показали, что восприятие времени растягивается назад, когда глаза переключаются с одной точки на другую. Исследователи также выяснили, что вы можете десинхронизировать саундтрек к фильму на 80 миллисекунд, и аудитория этого не заметит. 4. Время замедляется. Время на Земле замедляется. Благодаря приливному трению Луны, солнечные сутки удлиняются примерно на 2 миллисекунды, каждый век по мере того, как замедляется вращение Земли. Примерно через 200 миллионов лет день будет длиться 25 часов. 5. Самые точные часы в мире. Ученые используют атомные часы в качестве эталона измерения времени. Самые точные часы в мире разработаны Национальным институтом стандартов и технологий США, и они измеряют вибрации атомов цезия. Часы настолько точные, что даже через 300 миллионов лет они не потеряют ни одной секунды. И что самое примечательное, атомные часы существуют и в наручном варианте. 6. Почему время летит так быстро?
Согласно известному выражению «счастливые часов не наблюдают», то есть время летит, когда человек счастлив. Однако психолог Джеймс Дж. Килларис провел собственный эксперимент, чтобы проверить, правдива ли эта фраза. Он предложил людям послушать музыкальный отрывок, который им нравился. Когда он спросил их о том, как много времени прошло, их предположения указывали на то, что прошло больше времени. Психолог предположил, что когда мы получаем удовольствие, то уделяем больше времени событию, и наш мозг воспринимает это как дополнительное время. 7. Технологии меняют восприятие времени. Последние исследования показали, что современные технологии способны изменить восприятие времени. В мире, где мы живем как физической, так и виртуальной жизнью, социальные сети все больше становятся ловушками времени. Опрос, проведенный в 2012 году, показал, что 60% тех, кому от 18 до 30 лет, постоянно проверяют свои смартфоны, и каждый такой взгляд забирает остатки времени. Известный психолог Филипп Зимбарда считает, что такое количество готовой информации меняет наше представление о времени. Каждый раз, когда мы заходим в Facebook или Twitter, ныне X, мы подсознательно отмечаем время, осознавая, сколько уже прошло. При этом технологии сделали нас более нетерпеливыми в отношении любых дел, на достижение которых требуется больше нескольких секунд. 8. Эффект замедленной съемки. Вы все видели сцены в фильмах, когда главный герой убегает от взрыва в замедленной съемке, что производит драматичный эффект. Но такие моменты замедленного движения происходят и в нашей повседневной жизни. В опасной для жизни ситуации люди часто рассказывают о том, что время замедляется, и этому есть логическое объяснение. В 2007 году группа психологов провела эксперимент, в котором люди падали с высоты 50 метров на защитную сетку, после чего их просили рассказать о своем опыте. Кроме сильного испуга, ученые выяснили, что участники вспоминали свое падение как более долгое, чем оно на самом деле было. Это происходит из-за того, как наше тело реагирует на опасность. Выработка адреналина помогает нам лучше концентрироваться в опасных ситуациях, для того, чтобы мы выжили. В результате нам кажется, будто все происходит, как в замедленной съемке, так как мы запоминаем гораздо больше деталей за короткий период времени. 9. Время идет быстрее с возрастом. Как известно, с возрастом время начинает проходить очень быстро, и это довольно сложно изменить. Когда мы молоды, мы постоянно открываем для себя что-то новое и волнующее, чего до сих пор не испытывали, и мы естественным образом уделяем этому много внимания. По мере старения, такой новый опыт блекнет, и время проходит быстрее. Исследование 1997 года показало, что люди 20 лет довольно точно угадывали, когда проходило 3 минуты. В то же время те, кому было за 60, переоценивали то, сколько времени прошло примерно на 20%. Каждый новый опыт, который мы получаем в течение нашей жизни, кажется дольше, чем уже завершенный. Вот цитата из научной работы ученых, которые исследовали этот феномен, приводящий к нашим ощущениям, что чем старше, тем быстрее течет время. Субъективное время зависит от того, с какой скоростью мозг обрабатывает образы. Чем мы старше, тем медленнее происходят эти процессы. Поэтому, когда вы молоды и вокруг много неизведанного, стимулов извне, кажется, что время течет медленно. С возрастом отставание мозга создает иллюзию быстротечности времени. Вот почему нам кажется, что чем мы старше, тем время течет намного быстрее и быстрее. Поэтому, естественно, всем нам нужно никогда не прекращать делать новые открытия. Возможно, это реальная уловка, чтобы оставаться молодым и замедлять неумолимую гонку времени. 10. Дневной сон и способность определять время. Известно, что короткий 20-минутный дневной сон может придать энергии на оставшийся день, но если вы спите дольше, ваша способность определять время значительно ухудшается. Если мы устаем, наше восприятие времени искажается. Это происходит потому, что когда мы не досыпаем, наш мозг не может определить различие между коротким и длинным промежутком времени. Через 20 минут сна мы входим
в так называемый сон медленных волн. Если прервать эту волну, нам потребуется какое-то время, чтобы начать правильно определять время. 11. Почему останавливается время? Помните время, когда в школе вы отчаянно смотрели на часы и ждали, когда прозвенит звонок? Если в это время вам казалось, что время остановилось, это происходило потому, что ваш мозг на самом деле так думал. Иллюзия остановившегося времени – один из странных эффектов, который вы, возможно, испытывали. Она возникает, когда вы смотрите на часы, и кажется, будто секундная стрелка замирает дольше. Это происходит из-за того, что когда наши глаза быстро движутся от одной точки к другой, восприятие времени слегка тянется и тянется назад. В результате, ваш мозг говорит вам, что вы смотрите на секундную стрелку часов дольше, чем на самом деле. Это происходит каждый раз, когда наши глаза совершают движение от одной фиксированной точки к другой. Просто мы замечаем это только когда смотрим на часы. Одним из объяснений этому явлению является тот факт, что наш мозг пытается заполнить пробел, когда наш взгляд перемещается от одной точки к другой. 12. Эмоции и восприятие времени человеком. Многие считают, что ими не управляют эмоции, но они влияют на наше тело гораздо больше, чем мы думаем, по крайней мере, в отношении восприятия времени. Особенно сильно в этом отношении влияют отрицательные эмоции. В то время, как скука заставляет время остановиться, другие эмоции, особенно тревога, меняют то, как быстро или медленно течет время. Ученые провели исследования на эту тему и пришли к выводу, что те, кто испытывает отрицательные эмоции, больше концентрируются на том, как проходит время, чем те, кто в хорошем настроении. Именно поэтому тревожные моменты всегда кажутся длиннее. Это также объясняет, почему после ссоры атмосфера напряжения в комнате заставляет время тянуться мучительно долго. 13. Время – это иллюзия, созданная человеческим разумом. Мы воспринимаем время как минимум в трех видах – прошлое, настоящее и будущее. Именно поэтому появились концепции машины времени, которая способна отправить назад или вперед по временной шкале. Однако ученые поспорили бы с такой концепцией. Дело в том, что они считают время не тем, чем оно является для людей, далеких от науки. По сути, саму концепцию времени придумало человечество, чтобы упорядочить структуру мира. С точки зрения Вселенной, времени не существует. Есть лишь движение вперед, расширение, и поэтому ситуация, когда можно отмотать время назад, нереально хотя бы потому, что это противоречит законам физики. 14. Время является измерением. Мы воспринимаем время как отдельную от остальных величину, которая является чуть ли не основополагающей. Но опять же, с точки зрения науки, это не так. Ученые считают время таким же измерением, как длина, ширина и высота. Пространство не обязательно будет существовать только при условии наличия четвертого измерения в виде времени, так как, по крайней мере, сейчас в науке не существует закона, запрещающего отделение этих величин. И все же, говоря о времени, подразумевают его неразрывную связь с физическими величинами. 15. Время относительно. Многие слышали о теории относительности Эйнштейна, но не осиливают изучение даже основных понятий. Это нормально, ведь нужно неплохо знать физику, чтобы понимать труды знаменитого ученого. И все же есть теория, которая понятна большинству, относительность времени. Эйнштейн предложил идею, что время прямо зависит от скорости, и намного позже это предположение было доказано. Согласно теории ученого, время замедляется для вещей, находящихся в движении, относительно других объектов вне его движения. Это значит, что если ты будешь лететь на космическом корабле, двигающемся на околосветовой скорости, тебе покажется, будто время на твоих часах практически остановилось, а для стороннего наблюдателя оно будет идти как обычно. В теории считается, что для объекта, двигающегося со световой скоростью, время и вовсе останавливается. Чем быстрее вы двигаетесь, тем медленнее идет время. Согласно законам физики, вы будете стареть медленнее,
если будете путешествовать очень быстро. Если бы вы полетели с Земли к звезде Сириус со скоростью 99% скорости света, а затем вернулись бы обратно, вы бы на момент прибытия были старше на 2,5 года, но люди на Земле постарели бы на 17 лет. 16. Времени могло не существовать до Большого взрыва. Теория Большого взрыва – это тот случай, когда в краткой интерпретации все выглядит логично, но стоит копнуть поглубже и мозги кипят. Как тебе такая мысль, что все, что есть в бесконечной Вселенной, за мгновение вылетело из бесконечно маленькой точки, называемой сингулярностью? Согласно этой же теории, Большой взрыв стал катализатором пространства-времени, породив все сущее, в том числе и время. Это означает, что до этого грандиозного события не было ни материи, ни времени, по крайней мере в том виде, в котором мы можем это осознать. 17. Время может существовать в более экзотическом виде. Мы живем по физическим законам нашей Вселенной и не можем их нарушить на текущем уровне развития технологий. Это, тем более, касается времени. Однако есть теория о мультивселенных, которая предполагает наличие от одной до бесконечного количества версий Вселенной, существующих параллельно нашему миру. В одних физические законы могут быть идентичны нашим, и отличия будут заключаться, к примеру, в чуть большем содержании кислорода в атмосфере Земли. В других различия могут быть колоссальными, в том числе и в природе времени, где оно может быть более экзотическим, например, течь с несколько другой скоростью или периодически откатываться к определенной точке, подобно замкнутой петле. 18. Настоящего времени не существует. Выше мы упомянули, что с точки зрения человеческого разума существует прошлое, настоящее и будущее. Однако концепция настоящего в рамках времени – это фикция. Дело в том, что ничто не происходит в этом мире в настоящем времени, по крайней мере для нас. Так, например, увиденный тобой свет от лампочки был произведен в прошлом, и твой глаз зафиксировал его через доли секунды после возникновения. Все, что мы видим, ощущаем и мыслим, это продукты прошлого. То же самое можно сказать и о будущем, ведь мысли о нем лишь предположение разума и только. 19. Время может быть смоделировано. Существует гипотеза симуляции, которая предполагает, что весь наш мир не более чем компьютерная модель, построенная более высокоразвитой цивилизацией. Причем эта концепция весьма популярна, некоторые ученые проверяют ее реальность и приходят ко мнению, что это вполне возможный сценарий. Те существа, что создали эту компьютерную симуляцию, могли ввести в искусственный мир случайно или намеренно величину, которую мы называем временем. Если это действительно так, то, выйдя из симуляции, человек вряд ли смог бы приспособиться к новой реальности. 20. Время может быть цикличным. С точки зрения приверженцев циклической модели, материя Вселенной многократно претерпевает последовательные циклы расширения и сужения. Сначала происходит большой взрыв, затем Вселенная проходит все стадии эволюции, а после случается большое сжатие. В финале Вселенная вновь сжимается в бесконечно малую сингулярность, а затем снова коллапсирует, и происходит большой взрыв. Вместе с этим, цикличное время, которое как бы завязано в узел, оно то ускоряется в самом начале большого взрыва, то замедляется к большому сжатию. 21. Во время Великой Французской революции было введено десятичное время. Сутки делились на 10 часов. Система не получила признания и просуществовала всего 2 года, а потом была отменена. Но сама идея заслуживает внимания. В сутках 10 часов, в часе 100 минут, в минуте 100 секунд. Жить в такой системе времени намного проще и удобнее. Если французская революция прожила хотя бы пару десятилетий, мир часов был бы совсем другим. Но и сейчас в Европе можно встретить уличные 10-часовые часы. 22. Солнечные часы стали первыми часами на Земле. Их конструкция крайне проста, воткнутая в землю палка и цифры или знаки, написанные вокруг нее. Падающая от палки на землю тень показывала время. Помимо солнечных часов,
В древности существовали и огненные часы. В самом простом своем исполнении они представляли собой свечу с нанесенной на нее шкалой времени. В Европе первые такие часы появились в XIII веке. Они назывались свечными часами. Свечи, используемые для измерения времени, обычно были длиной около метра. Отсюда пошел обычай измерять продолжительность ночи количеством сгоревших свечей. Обычно за ночь уходило 3 свечи, но зимой, конечно же, больше. Иногда к боковым сторонам свечи прикреплялись металлические штырьки, которые по мере ее прогорания падали на металлический поднос, извещая о нужном промежутке времени. Существовали также водяные часы и даже цветочные. В основе таких часов лежат биологические ритмы растений, ведь большинство цветов открываются и закрываются в строго определенное время. 23. В казино нет часов ни на стенах, ни у персонала. Так сделано, чтобы клиенты теряли счет времени и задерживались в заведении как можно дольше. У казино есть и еще одна примечательная особенность, позволяющая крайне бюджетно гулять всю ночь. Вход в казино всегда платный, от 50 евро в обмен на неразменные фишки, но ресторан и бар в казино бесплатные, и погулять всю ночь на 50 евро, к примеру, в Москве, это крайне уникальная возможность. Увы, так было до их закрытия, сейчас данная опция недоступна. 24. Есть так называемые часы для собак. Они показывают, сколько прожил питомец в пересчете на человеческий возраст. 25. Сочетание классического мужского жилета и карманных часов на цепочке появилось в 17 веке. Его популяризировал король Карл II, который любил стильно одеваться. В наше время мода на карманные часы возвращается. Модели на цепочке модно увидеть у многих именитых брендов. 26. В 17 веке кремлевские часы в Москве были совсем другими, у них не было минутной стрелки. При этом часовая стрелка была зафиксирована на месте, а вращался сам циферблат. 27. Первый будильник изготовили в конце 18 века. Его конструктивной особенностью было то, что звонил он только в 4 утра, и другое время выбрать было нельзя. 28. Раньше в часах с римскими цифрами 4 обозначалось не как буквы А и В, а как 4 буквы I. Связано это с тем, что многие люди того времени плохо считали и распознавали символы. Чтобы облегчить им жизнь, цифры были максимально упрощены. К слову, это ответ на самую запутанную загадку, связанную с часовой разметкой. 29. Хотя все знают о японской кварцевой революции, почти похоронившей швейцарскую часовую индустрию и уничтожившую почти 70% швейцарских часовых компаний, первыми были американцы. И тогда, в середине 20 века, Хамилтон были величайшим часовым брендом. Сейчас это просто тень былого величия на земле Швейцарии, в собственности ливанского бизнесмена, возглавляющего Swatch Group. 30. Первые карманные часы появились в XVI веке, в эпоху Возрождения. Изобрел их Петер Хинлейн в немецком городе Нюрнберг примерно в 1503 году. Мастер-часовщик просто уменьшил настольные часы. Первые карманные часы имели яйцеобразную форму, поэтому их прозвали нюрнбергскими яйцами. Их делали из латуни, и у них была только одна стрелка, часовая, которая ходила по циферблату. В 1657 году голландский физик и изобретатель Христиан Гюйгенс сделал первые механические карманные часы с минутной и часовой стрелкой, а в 1675 году запатентовал свое изобретение. Суточная погрешность механизма составляла не более 10 секунд. Этот показатель практически такой же, как у современных часов. Легенды говорят, что первые часы с секундной стрелкой появились только в середине XVIII века. И все же, первым известным экземпляром пружинных часов с секундной стрелкой являются часы неизвестного мастера с изображением Орфея из коллекции Фримерсдорфа, датируемые между 1560 годом и 1570 годом. 31. Время течет быстрее для вашего лица, чем для ваших ног,
при условии, что вы стоите. Теория относительности Эйнштейна гласит, что чем ближе вы находитесь к центру Земли, тем медленнее идет время, и это было измерено. На вершине горы Эверест год будет примерно на 15 микросекунд короче, чем на уровне моря. 32. Реальная продолжительность суток на самом деле не 24 часа. Мы считаем само собой разумеющимся, что продолжительность суток составляет 24 часа или времени, затраченному Землей на полное вращение вокруг себя. На самом деле это не совсем так. Фактическое измерение суток эквивалентно 23 часам, 56 минутам и 4,2 секундам. Правильно, однако, указать, что это значение может быть увеличено из-за лунного притяжения или других факторов климатического происхождения. 33. 1 секунда в научном понимании – это не 1/60 минуты. На самом деле для ученых и специалистов секунда – это интервал времени, равный 9 миллиардам 192 миллионам 631 тысячи 770 периодов излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, находящегося в покое при абсолютном нуле. 34. Каждый день всегда длиннее. Когда динозавры населяли нашу планету около 230 миллионов лет назад, продолжительность года составляла 370 дней. Почему сегодня год сократился до 365 дней? Чтобы понять это, необходимо знать, что вращение Земли подвергается постоянному и неостановимому замедлению из-за лунной гравитации. Со временем гравитация Луны стала тормозом, удлиняя день на Земле на 1,7 миллисекунды за столетие, заставляя Землю вращаться медленнее. Именно из-за этого дни становятся длиннее. 35. Наименьшей стандартной научной мерой времени является планковское время. Это интервал времени, который медленнее в 550 триллионов раз, чем время, которое вам требуется, чтобы моргнуть один раз. 36. Самым старым из известных объектов во Вселенной является галактика под названием Z8JND 5296. Ей 13,1 миллиарда лет, всего примерно на 700 миллионов лет, моложе самой Вселенной. 37. Самый старый известный объект на Земле – это кристалл, возрастом 4,4 миллиарда лет, циркон, который был найден в Джек-Хиллз в Западной Австралии. Это всего на 160 миллионов лет, моложе самой Земли. 38. Почему мир решил использовать одинаковое время в разных городах? Причина, по которой часы показывают одно и то же время во всех странах, заключается в том, что это облегчает расписание поездов. До 19 века каждый город устанавливал свои часы к местному полудню, поэтому часы в Бристоле могли в то время на 11 минут отставать от часов в Лондоне. Это означало, что люди продолжали пропускать свои поезда, поэтому железнодорожные компании начали использовать стандартное лондонское время в Великобритании, начиная с запуска Великой Западной железной дороги в 1840 году. 39. Знаете ли вы, что время может остановиться? Время может быть остановлено. Далекие галактики движутся быстрее, чем близлежащие. Астрофизики считают, что Вселенная ускоряется по мере своего постоянного расширения, которое увеличивается. Есть теория, которая объясняет это загадочной силой во Вселенной, известной как темная энергия. Но испанский физик предложил альтернативную теорию. Он считает, что более отдаленные, старые галактики движутся быстрее, чем ближайшие, потому что в прошлом время текло быстрее. Если он прав, то через несколько миллиардов лет все будет заморожено, как мгновенный снимок, навсегда. 40. Мы теряем слишком много времени на сон. Если человек спит в среднем по 8 часов в сутки, он будет спать около 229 961 часов в течение своей жизни, что составляет около 1/3 всей жизни. 41. Как узнать,
на каком расстоянии от вас находится гроза, подсчет секунд между вспышкой молнии и звуком грома может сказать вам, насколько далеко на самом деле находится гроза. Задержка в 3 секунды означает, что гроза бушует на расстоянии около километра от вас. Это возможно благодаря задержке звука, который образуется от удара молнии. Именно поэтому мы всегда сначала видим вспышку молнии, а затем слышим раскат грома. Особенно это заметно, когда гроза находится от нас в нескольких километрах. 42. 75 гамбургеров в секунду. Макдональдс продает во всем мире примерно 375 гамбургеров каждые 5 секунд. То есть каждую секунду по 75 гамбургеров. 43. 2,5 миллиарда ударов за всю жизнь. К тому времени, когда вам исполнится 70, ваше сердце произведет более 2,5 миллиарда ударов. В среднем сердце перекачивает 30 литров крови в вашем теле каждые 60 секунд и бьется более 100 тысяч раз в день. 44. Тратьте секунды своей жизни с умом. В году всего 31 556 926 секунд. 45. Клеопатра жила ближе по времени к полету в космос, чем к строительству пирамид. Клеопатра жила давно, так, но даже для нее пирамиды были невероятно древними. Самая крупная пирамида Хеопса построена примерно в 2540 году до нашей эры. Между ее постройкой и рождением Клеопатры прошло почти 2500 лет, а между Клеопатрой и полетом на Луну всего 2038 лет. Кстати, об этих самых пирамидах. Для римлян пирамиды были такими же древними, как эти самые римляне для нас. 46. В 1913 году Гитлер, Троцкий, Сталин и Фрейд жили в одном городе. Гитлер, Сталин, Фрейд и Троцкий вполне могли сидеть в одном кафе, пить чай и мило беседовать. Мало кто знает, но в 1913 году эти известные люди жили в одном городе, в Вене, совсем неподалеку друг от друга. Гитлер с Троцким регулярно посещали кафе «Централ». В нескольких метрах от него было любимое кафе Фрейда, кафе «Лендман». Сталин и Гитлер жили всего в часе ходьбы друг от друга, а ровно в центре, в зимней резиденции австрийских Габсбургов, жил престарелый император Франц Иосиф. 47. Гарвардский университет был основан раньше, чем Исаак Ньютон опубликовал законы движения и гравитации. Легендарный Гарвардский университет основан в 1636 году. Это почти на 50 лет раньше, чем Исаак Ньютон в 1687 году опубликовал свой труд «Математические начала натуральной философии», в котором изложил свои законы движения и закон всемирного тяготения. 48. Оксфордский университет существует дольше, чем империя ацтеков. Обучение в Оксфорде началось еще в 1096 году, а ацтекский город-государство Теночтитлан был основан в 1325 году. Это означает, что Оксфорду на 200 лет больше. 49. Между первым полетом братьев Райт и полетом в космос прошло всего 58 лет. 17 декабря 1903 года на побережье Атлантического океана в Северной Каролине самолет под названием Flyer совершил свой первый полет, который длился 12 секунд. А всего через 58 лет после этого события, в 1961 году, советский космонавт Юрий Гагарин полетел в космос. Полет длился 108 минут. 50. Первый факс появился на 10 лет раньше, чем первый телефон. На самом же деле первые устройства факсимильного аппарата появились еще раньше, но первый работающий факс был на линии Париж-Лион в 1865 году. Тогда он назывался пантелеграф. Пантелеграф умел передавать изображение текста, чертежей или рисунков на расстояние почти 500 километров. И только через 10 лет, в 1875 году, Томас Уотсон и Александр Белл показали работу первого мембранного телефона. 51. Метрополитен в Лондоне начали строить в феврале 1860-го, когда в России было крепостное право.
а в 11 штатах США – рабовладение. Тогда лондонский метрополитен был длиною 6 километров и насчитывал всего 7 станций. Интересно еще и то, что из-за паровозного дыма под землей было практически невозможно дышать, но несмотря на это, такой вид транспорта был самым популярным. Второе в мире подземное метро появилось только через 36 лет в Будапеште. 52. Существует рекорд по самому длительному путешествию во времени. Российский космонавт Сергей Крикалев – обладатель интересного рекорда самого продолжительного путешествия во времени. Рассчитано, что благодаря полетам в космос Крикалев на 1/48 секунды моложе, чем если бы он оставался все это время на Земле. 53. Если вырыть яму через центр Земли и бросить туда предмет, то он будет лететь 42 минуты. Сколько времени будет лететь человек или какой-то предмет, упавший в колодец, прорытый через центр Земли? Долгие годы такую задачку задают студентам в разных университетах мира в целях тренировки. В 1966 году ученый по фамилии Купер рассчитал и опубликовал в журнале American Journal of Physics, что если бы мы вырыли такой туннель и бросили туда что-то, то предмет появился бы с другой стороны через 42 минуты. Конечно, он упомянул, что при этом придется столкнуться с чудовищным давлением и высокой температурой. 54. Мировые часы иногда показывают 23 часа 59 минут 60 секунд. Чтобы всемирное время точнее соответствовало солнечному, в некоторые годы к 30 июня или 31 декабря Международная служба вращения Земли добавляет дополнительную секунду, секунда координации. В такие дни после 23 часов 59 минут 59 секунд идет сначала 23 часа 59 минут 60 секунд, а уже потом 0 часов 0 минут 0 секунд следующего дня. 55. Земля условно разделена на часовые пояса, причем их достаточно много и расположение зачастую весьма причудливо. 56. Международная линия смены дат проходит в Тихом океане. 57. В Тихом океане на множестве островов живут люди, жизнь которых проходит между датами. Линия перемены дат проходит, условно, по 180-му меридиану в Тихом океане. При путешествии через эту линию на запад попадаешь в собственное будущее на день вперед, в завтра, при пересечении на восток попадаешь в прошлое и снова переживаешь вчера. А вот настоящего в этом месте практически не существует. Разве что при путешествии вдоль меридиана. Наверное, в этом месте лучше всего понимается вся относительность понятия «время». 58. С недавних пор владельцев часов стало интересовать не только определяемое ими время, но и то, как в течение этого времени ведет себя их организм. Появились разного рода умные часы, фактически мини-компьютеры, на дисплеях которых отображаются разные данные, в том числе касающиеся физического состояния человека. 59. Часы идут по часовой стрелке, слева направо, потому что именно в этом направлении движется тень солнечных часов. 60. В Средневековье для определения временных промежутков люди использовали понятие «момент». Считалось, что он равен 1,5 минутам. 61. До начала 20-х годов 20 века в Новосибирске время исчислялось сразу по 2 часовым поясам, левый берег относился к 5 часовому поясу, правый к 6, так что на правом берегу Оби утро начиналось на час раньше. 62. Новосибирск и Дели расположены практически на одной долготе, но разница во времени в этих городах составляет 1,5 часа. Вызвано это тем, что в Индии действует необычное декретное время. 63. Несмотря на то, что Непал и Индия находятся в одном часовом поясе, разница во времени между ними составляет 15 минут. 64. Часовой механизм выглядит столь эффектно и изысканно, что порой и сам его вид служит лучшим украшением точнейшего прибора для измерения времени. Часы Bridgeport Mechanical Skeleton известной швейцарской компании Tissot имеют скелетонизированный, то есть открытый,
Механизм. Чтобы посмотреть на него, достаточно открыть крышку. 65. Если уложить историю нашей планеты в 24 часа, то появление человека состоится в 23:59. 66. Интересным фактом о времени является то, что никому не известно, почему год разделяют на 12 месяцев. Подобное деление не соответствует ни солнечному, ни лунному календарю. Однако есть мнение, что в основе такого принципа лежит вавилонская система счета. 67. Почти все прогрессивное человечество, кроме США, не использует обозначение AM, то есть End Meridian до полудня, и PM, то есть Post Meridian после полудня, так как возникает большая путаница. 68. Унифицированные системы исчисления времени, системы часовых поясов появились уже в индустриальную эпоху, а в прежнем мире, особенно в аграрной его части, счет времени был организован, по-своему в каждом населенном пункте с опорой на наблюдаемые астрономические явления. 69. В Гималаях пересекаются извилистые границы нескольких государств, а в каждом из них по самым разным причинам установлено собственное время. Переводить часы во время движения вдоль горной гряды придется самым непредсказуемым образом. Начинается все на индо-непальской границе, прыгаем на 15 минут вперед, далее возвращаемся обратно в Индию и в свое время на 15 минут назад. Следующий скачок на 2,5 часа вперед, на границе с Китаем, но 2 часа придется вернуть при переходе в Бутан. Далее часы снова переводятся назад на 30 минут одновременно с возвращением на территорию Индии, а потом вперед на 60 минут при переходе в Мьянму. 70. 3 часовых пояса встречаются на границе Норвегии, Финляндии и России. Есть маленький поселок Раякоски как раз на границах этих трех стран. Там же встречаются и 3 часовых пояса. И когда в Норвегии 10 утра, то в Финляндии уже 11, а в России полдень. 71. Автомобилю, движущемуся со средней скоростью 96 км в час, потребовалось бы примерно 48 миллионов лет, чтобы достичь ближайшей к нам после Солнца звезды Проксима Центавра. 72. Система нумерации лет до и после Рождества Христова, Энна Домини, появилась только в 525 году. 73. В Таиланде наряду с 24-часовой системой учета времени используется местная шестичасовая. Местное население делит сутки на 4 шестичасовых периода по 6 часов в каждом. 74. Решающими факторами восприятия времени для теплокровных животных являются размер организма и сердечный ритм. У кошек сердце бьется чаще, чем у людей, поэтому время для них идет быстрее. У слонов пульс равняется в среднем 25 ударам в минуту, поэтому с точки зрения человека их время тянется медленнее. 75. В давние геологические времена Земля вращалась гораздо быстрее. Считается, что в период образования Луны сутки на Земле длились 2-3 часа, а Луна, которая была намного ближе, облетала нашу планету за 5 часов. Постепенно лунная гравитация тормозила вращение Земли, при этом орбитальный момент Луны увеличивался, спутник ускорялся, переходил на более высокую орбиту, где его скорость падала. Этот процесс продолжается и поныне, и за век сутки увеличиваются на 1/500 секунды. 76. При пересечении китайско-афганской границы путешественник вынужден переводить часы сразу на 3 часа 30 минут. 77. В Японии и Китае существовали так называемые часы с благовониями. В них вместо свечей тлели палочки с благовониями, причем каждому часу мог соответствовать собственный аромат. К палочкам иногда привязывали нити, на конце которых крепился грузик. В нужный момент нить перегорала, грузик падал на звучащую пластину и раздавался бой часов. 78. На горе Афон, в греческой монашеской республике используются часы, однако полночью считается момент заката
и часы каждый день выставляются по этому моменту. С учетом того, что некоторые монастыри расположены выше в горах, а другие ниже, и солнце для них скрывается за горизонтом в разное время, то и полночь для них наступает не одномоментно. 79. Джон Генри Бельвиль, сотрудник знаменитой Гринвичской обсерватории в Лондоне, додумался еще в 1836 году продавать время. Суть его бизнеса заключалась в том, что мистер Бельвиль ежедневно сверял свои часы с точнейшими часами обсерватории, а потом разъезжал по клиентам и позволял им за деньги выставить точное время на своих часах. Сервис оказался настолько востребованным, что был унаследован дочерью Джона Рут Бельвиль, которая оказывала услугу до 1940 года, то есть уже 14 лет спустя после того, как по радио BBC впервые передали сигналы точного времени. 80. 100 миллионов лет назад, в разгар эпохи динозавров, продолжительность суток составляла примерно 23 часа. 81. Марсианские сутки составляют 24 часа 39 минут 35,244 секунды. По данному показателю планета похожа на Землю. 82. Календари в различных древних цивилизациях разрабатывались не только ради практических нужд, но и в тесной связи с религиозно-мифологическими воззрениями. Из-за этого в календарных системах прошлого фигурировали единицы времени, намного превышавшие продолжительность жизни человека и даже срок существования самих этих цивилизаций. В календаре майя фигурировали такие единицы времени, как Бактун, составлявший 409 лет, а также эпохи из 13 Бактунов, 5125 лет. Дальше всех пошли древние индусы, в их священных текстах фигурирует период вселенской деятельности Маха Манвантара, составляющий 311,4 триллионов лет. 83. Территория Китая располагается в 5 различных часовых поясах, однако вся страна живет по единому времени, пекинскому. Такое решение в 1949 году принял Мао Цзэдун. Именно поэтому сейчас в КНР можно наблюдать забавную ситуацию, когда в некоторых регионах страны солнце заходит в полночь. 84. Расстояние в сутки между островом Ратманово, Россия, и Крузенштерна, США. Два этих островка находятся на расстоянии всего в 4 километра. На лодке это морское пространство можно преодолеть всего-то минут за 15-20, но это только теоретически. Практически же можно попасть на сутки вперед или назад, ведь по Гринвичу между островами разница в 21 час. Вот такими у нас получились факты о времени, которые должен знать каждый. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарим за просмотр этого видео и просим подписаться на канал Книги, Истории, Факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать нас любым удобным способом.